Здравствуйте, дорогие подписчики, дорогие зрители! С вами Дарья Чикаго. И сегодня у нас на канале замечательный гость. Я хочу представить вам Михаила, отец Михаил, который нам сегодня расскажет очень интересную вещь. Расскажите, пожалуйста, кто вы и о чем мы сегодня будем говорить. Спасибо, Даша, что пригласили меня. Меня зовут Михаил, фамилия Ципис. Я священник православной церкви, здесь в пригороде Чикаго, в Грейс-Лейке. В православие пришел более 40 лет тому назад, 44 года тому. Сам я вырос в еврейской семье и крестился, и, в общем, стал постепенно, уже тут в Америке стал православным священником. Кроме того, я еще тренер по фехтованию. Как интересно. Очень много лет, с 12 лет я, так что более 50 с чем-то лет, я уже и в фехтовании. Здесь тренирую в нескольких клубах. И имея немалый такой семейный опыт, супружеский, я решил рассказать о любви. Собственно, в трех таких видах деятельности я постоянно нахожусь. Третье это... Третье что? Третье, я сказал, исследователь любви. Понятно. Можно сказать, доморощенный философ, богослов доморощенный, фейсбуковский такой, участник. И хобби у меня такое, философствовать. И пришла ко мне эта идея лет 12 назад, теория любви. Знаете, как говорится, теоретиком и исследователем просто так не становятся, потому что эти отношения в супружестве всегда складывались не так, как бы хотелось. И я начал искать секрет, где же находится тот знаменитый камень мудрости, который может тебе дать счастье в отношениях с любимой женщиной. То есть у нас сегодня разговор идет о любви какой? Правильный вопрос, о любви мужчины и женщины. Хорошо, сегодня и у нас в преддверии Дня Святого Валентина, также 8 марта, женский день идет, мы поговорим именно о такой любви. Правильно? Да, правильно вы заметили, потому что можно говорить и о любви человека к своему творчеству, о любви матери к ребенку, о любви вообще человека к человечеству, к родине, к родине и прочее другое. Надо заметить, что есть в Греции, в греческом языке. Да, мы когда-то разговаривали, вы мне как-то говорили, что в русском языке только слово «любовь», а какие-то еще языки как-то различаются, да? Да. Например, греческий язык, если любовь человека к Богу, это агапа. А если любовь человека к человеку, это филио. И отсюда филио разных видов. И поэтому, но один момент очень важный. Я не хочу сделать себе комплимент, но я это проверил. И на других видах любви, что моя схема, моя теория, дерзну сказать, моя формула. Моя формула работает на все виды любви. В том числе можно и проверить свое отношение к Богу. В процессе беседы, я думаю, в конце люди, как это говорится, слушатели, ваши подписчики, я думаю, оценят. Так, хорошо. И давайте расскажите, вы сказали, как вы пришли к этой теме, давайте теперь непосредственно про саму теорию. Пойдем сразу к центру яблочка. И, это называется теория любви, как-то еще у нас она называется, расскажите, из чего она состоит. Видите ли, в чем дело? Я все время хотел хороших отношений со своим партнером в супружестве и искал
как же найти ту самую любовь. И чтобы она постоянно была, и чтобы она не исчезала, чтобы она не умалялась, чтобы она не угасала, чтобы она не теряла свою интенсивность. Вот. И когда я начал исследовать само понятие любви, ну вот это общее слово «любовь», оказывается, состоит из 7 частей, 7 оттенков. Любовь – это одно такое красивое, прекрасное слово. А когда я начал читать на эту тему о любви, и, значит, ну, где-то так более 500 афоризмов о любви проработал, почему-то я очень люблю короткие высказывания, поэтому я люблю Facebook, очень коротко сказал там, и высказал свою мысль. Кратко, знаете, сестра таланта. И вот, обрабатывая все вот эти, анализируя афоризмы, я заметил, что 500 афоризмов, а повторяются одни и те же вещи. Любовь – это уважение, любовь – это терпение, любовь – это прощение, еще что-то. Почему именно 7 получилось? Получилось 7, потому что получилось 7. Я не знаю почему. Вероятно, я подозреваю, что все-таки... Не случайно, да? Вот не 7. случайно, и тут пришла ко мне мысль, как бы я так подозреваю, что все-таки это мне было открыто сверху. Пусть меня простят подписчики, я не беру на себя никаких регалий, никаких нимбов себе на голову не хочу одевать. Но у меня такое чувство, что мне это было открыто. И я прочувствовал, что можно сделать такую аналогию. У меня возникла такая ассоциативная картина, что любовь – это свет, любовь – это яркий луч солнца. И тут мне стукнуло в голову, а если сделать спектральный анализ любви? И когда я подошел к этому моменту, и потом проработал эти большое количество афоризмов, а тут произошло эврика, открытие. Я увидел, что эти 7 повторяются. А потом я посмотрел, спектр тоже 7 оттенков, когда мы раскладываем солнечный луч. И мне понравилось соединить и придумать такой термин – оттенок чувств. Оттенок чувств. То есть чувства. это теория оттенков чувств, скажем так. Теория 7 оттенков чувств. То есть одно большое слово, прекрасное слово, самое любимое слово в жизни человека, любовь, состоит из 7 оттенков чувств. 7 составляющих. 7 нот. Да, ну и естественно, правильно вы мне подсказываете, 7 дней недели, 7 нот. В церкви я уже как священник хочу сказать, 7 таинств церковных. В сказках русских много, там 7 было. Да. И вот эта вот божественная гармония, она выражается в цифре 7. В Апокалипсисе не случайно говорится, что человек, который будет дерзать, приблизить себя к Богу, там, антихрист, он будет 666. Заметьте, не 777. То есть он не дотягивает по одному, но имитирует нечто такое. Так вот, цифра 7, они и есть эти 7, и ничего я с этим сделать не могу. Я их постепенно сейчас буду называть. Давайте поговорим, какие 7. Да, один за другим. Итак, первое, это есть 2 субъекта любви. Я только один раз назову этот субъект слова. Ну а потом мы уже будем говорить мужчина и женщина. Вот у одного из них появляется внимание к другому. Любовь начинается только с внимания. Первый оттенок и первое чувство – внимание. Потом внимание становится более повышенным, более
значит, интенсивным, и при общении один другого изучают очень внимательно. Они очень внимательны друг к другу. Внимательно ты смотришь, как человек смотрит, как он двигается, что ему нравится, что ему не нравится, какая у него походка, какая у него фигура, как он с тобой разговаривает. Вот вы первый раз встретились, человек тебе понравился, или ты ей, или она тебе. И вот всегда говорят, что в первые 30 секунд происходит какая-то такая вспышка, химия. Об этом говорят и мужчины, и женщины, но в основном женщины. Вот, например, первая встреча, женщина что-то рассказывает мужчине, или он ей, и он обозначил, какую-то незначительную проблему. Ой, да, я там что-то не могу найти какую-то вещь, ищу, не могу найти. Вроде бы как бы поговорили, да, человек забыл. Звонок на следующий день. Он ей или она ему, вот ты искал это, а ты там омолвился, вот я нашла тебя. Это внимание. Так это я на мелочи привел пример. А такое внимание должно быть постоянно. Ты должен быть внимательным. То есть внимание и физическое, и в общении, да, и в каких-то еще мелочах. Конечно, и внимание к мировоззрению. И не может такого быть, что если люди любят друг друга, у них практически такого не бывает, чтобы у них было разное мировоззрение. Какие-то, может, интересы даже сюда, да, общие? Да, интересы общие. Конечно, не обязательно, чтобы она ходила, играла в теннис так же, как и он. Вообще не обязательно. Но она настолько внимательна к его игре в теннис, что каждый раз хочет ему купить новые какие-то носочки, чтобы ему было мягенько прыгать на корте, к примеру. А вот она любит ходить на йогу, а он эту йогу вообще не понимает. А он ей для йоги купил коврик красивый. Это же внимательное отношение. Да. Правильно? Внимание. Внимание друг к другу. Повышенное внимание. Это первое тело чувств. И оно потом, вы говорили, переходит. И вот тут интересный момент такой. Вообще, как в спектре, ни один оттенок же не стоит строго отдельно. От инфракрасного до ультрафиолетового они плавно, даже незаметно, но как-то же не переходят. Вот таким образом внимание очень плавно, смузли по-английски, да, так, нежно, красиво переходит в понимание. Понимание – это тоже, как и каждый из 7, особый, очень особый оттенок чувства. Понимание. Чтобы понимать человека, которого ты выбираешь в партнеры, ты немножко должен собрать о нем информацию, немножко посмотреть, я дерзну сказать, и его гороскоп тоже. Не повредит, вообще не повредит. Влияет это. Потому что в гороскопе сокрыта тайна характера человека, его наклонности определенные. Надо это посмотреть, почему нет. Это не является условием давлеющим и определяющим. Нет, отнюдь нет. Но учитывать я лично рекомендую. Потом надо посмотреть, каково человека мировоззрение. Какова его внутренняя мотивация по жизни, какие его цели, что он вообще хочет в этой жизни. И ты смотришь, а этот человек такие же имеет цели, как и ты. В беседе это выясняется. А что делать, вот если разные языки у людей? Допустим, вы на английском, а я на китайском. Такое возможно, но если есть база, интуитивная база такая, скажем, что у них у обоих сердечно, они очень как бы уже расположены уже. И это, кстати, гороскоп может сыграть очень серьезно. Они как бы имеют общий знаменатель какой-то такой. Ну недаром же они как-то вот сидят вместе и разговаривают. Лицо понравилось, эмоция, что-то глаза говорят. Она включает переводчик, он переводчик, и они разговаривают. Но даже чтобы ответить китаянке тебе на твою мысль, так она тоже должна какие-то правильные слова подобрать. Она же может по-разному тебе ответить. Правильно?
Она же может тебе сказать: да, я этого не знаю, я не понимаю, что ты мне говоришь. Она тебе может ответить так, что ты видишь, что она въезжает в тему, и она переводчиком тебе дает. Ну, вот до переводчика. Вот у меня подруга вышла замуж за мужчину, который не очень понимал язык. Она ему кое-какие вещи не рассказала. А потом, когда он узнал, уже было поздно. Ну и что, они разошлись? Нет, вместе живут, он никуда не делся. Ну так видите, вы сами ответили на свой вопрос. Ничего такого не может быть, что сейчас крепостное право, он бы развелся бы с ней, если бы уже такое уже было. Разница уже такая была бы у них в понимании жизни. Я не думаю, чтобы он жил бы с ней. Я думаю, что то, что она любит поговорить, может быть, ее и спасло то, что она не может с ним лишнего говорить. Спасло, вот, помогло выйти замуж, да. Ну, а как они сейчас? Они сейчас? Так и живут, да. Ну, им нравится? Ужились. А сколько времени Ну, прошло? они уже много лет, уже лет, наверное, 16 живут вместе. Это не просто так. Я думаю, что есть такие чувства у них, может быть, дальше мы будем говорить, которые компенсируют вот это, скажем, фактор, ну, какого-то там, может быть, он не сразу понял ее характер, да? Но понимание, это не просто ты понимаешь человека по его данным, ты его еще понимаешь по его целям, а он же может меняться, у него может быть огромный потенциал, и ты его понял, этого человека, понял. Почувствовал даже где-то как интуитивно. Да, и ну, ты ему задал вопрос, он тебе ответил правильно. И не стесняясь, а может быть он что-то не понял, он переспросил, а потом ты видишь, и ты понимаешь, что этот человек хочет учиться. Ты видишь его понимание, это продолжение внимания, но на более глубоком уровне, можно сказать, сканирование. Ты сканируешь данные человека и видишь, но нет, ты понимаешь, что он тебя не поймет. И лучше не продолжать. Значит, понимание, оно может быть... Давайте уже следующее уважение, вот да. Следующая ступенечка. Ага, значит, ну, когда вот эти два, внимание и понимание, они переходят в уважение. Уважение – это нечто особое. Это такое, что ты настолько уже внимательно понял своего партнера, что ты хочешь постоянно сделать так, чтобы у него не было никакого дискомфорта морального в отношениях с тобой. Это очень важный момент, дискомфорт. Ну, например, я знаю, что все, что я не скажу своему партнеру, вот все, что у меня есть на уме, я не наткнусь на такое: ой, да перестань, да не надо, да зачем. Я не боюсь сказать. А сколько людей живут и боятся даже принести новую идею домой. Боятся даже сказать, потому что они понимают, что сейчас будет эмоциональная вспышка, потом не будет нормального ужина, а потом не будет нормальной постели и нормального сна, потому что испортят друг другу отношения. Перед сном это уже все, любви не будет, правильно, не будет хорошей либидо, не будет постели. Поэтому нельзя ложиться спать в ссоре, правильно? Конечно. Да. А бывают люди, что настолько не уважают друг друга. Мужчина ждет этого вечера, чтобы побыть женой. Да. А она берет и какую-то делает такую вещь, чтобы не спать с ним. И получается неуважительное отношение. То есть уважение – это минимизировать дискомфорт эмоциональный. Или же, например, значит, пришли куда-то на вечеринку. И это, кстати, проявляется с первых моментов. Но случайно у человека там карман вывернулся, к примеру, да? Или там, я не знаю, оторвалось там что-то. Все смеются над ним. Любимый человек или человек, субъект твоей любви подойдет быстренько,
это дело нивелирует. Быстро так это все вокруг сделать, чтобы, не дай Бог, никто не посмеялся над моим любимым человеком. Он никогда не позволит, чтобы любимый человек ощутил какой-то дискомфорт. Это уважение, это глубокое уважение. Он ждет меня, Боже мой, что сделать так, чтобы он того не растет. А даже я никогда не хочу обидеть своего любимого человека. Обидеть это что? Это тоже здесь? Это вот неуважительное отношение, это и есть обида. Обида это неуважительное отношение. Если ты человек что-то тебе сказал, он не знает, так не смейся над ним, расскажи ему. Это и есть уважительное. А посмеяться, это уже неуважительно. То есть всякий дискомфорт, моральный дискомфорт, это есть неуважение к своему партнеру. Физически тоже, наверное, да? Ну, об этом мы даже не говорим, что не дай Бог там ударить. Это уже все. Это, тут уже не все, надо, дальше не идем. Тут не надо рядом находиться. Мы не Моя теория, еще раз хочу оговорить, моя теория любви, возможно, она покажется кому-то утопической или идеалистической чрезмерно. Но я хочу сказать, что надо стремиться к совершенству. И если мы максимально будем следовать этим стремлениям, идти к этому совершенству в отношениях и стараться эти оттенки чувств сделать ярче, интенсивнее, я думаю, мы только выиграем. Вот. А поэтому какой-то там удар или какой-то там, я знаю, что-то такое вообще, что может человека в шок ввести или в стресс, нет, это недопустимо. Я пережил много стрессов, много моментов таких негативных, это меня заставило. Я даже календарь составлял, когда был последний скандал, например. Последний скандал был там 3 дня назад. Потом, зачем календарь? потому что я уже заметил, что это тенденция. А потом я посчитал, что в течение месяца 5 скандалов. А вообще не должно быть этих скандалов. Их вообще не должно быть. Категорически. Это априори исключается по теории любви. Поэтому уважение – это и есть тот самый третий оттенок чувства, который присутствует, и мы переходим к четвертому. Четвертым оттенком чувств является доверие. Я называю это грубым словом хребет. Можно сказать спинка. Почему? Ну, почему хребет? Хребет. Потому что центральная, четвертая, потом будет идти 5, 6, 7, значит 3 мы оговорили. А вот как бы 3 крыла, идет хребет доверия, и потом идут 3 крыла. Поэтому мало того, что центральная, так еще и очень, я бы сказал, показательно важная. И можно сказать, даже, скажем так, такой, значит, тест. Вот человек говорит, мужчина говорит или женщина, неважно, один из двух. Я очень люблю, но не всегда доверяю. Это не то. Это не моя теория. И это не мой вариант, который я предлагаю для отношений. То есть, если доверие, то значит любовь, то доверие должно быть 100%. 100% не может быть 99,9. Ну, простите меня, люди. Ну, вот как мы говорили, доверяй, но проверяй, да? То есть не вариант. Нет, здесь не работает. Не проверяй. И теперь мы должны обязательно говорить 2 вещи в отношении доверия. Есть такое чувство, называется ревность. Я только хотела спросить, куда же ревность здесь? Входит куда-то в эту теорию? При наличии доверия 100% ревность исключается как фактор абсолютно неприемлемый. Ни на миллиграмм. Вообще.
Почему любит, ревнует, вот это все. Откуда это? Она тебя любит, она тебя любит, поэтому она тебя ревнует. Это неправда, это фальшь, это ложь, это коварная ложь. Человек, который любит, не ревнует. Я по слогам говорю. Смотрите, английское слово jealous. И переводится в двух вариантах. Первое – это зависть, а второе – это ревность. Вот тут надо немножко мне уже как человеку церковному поработать. Что говорит святой Василий? Он говорит, что такое зависть? Это печаль о благополучии твоего ближнего. Человек, который якобы кого-то любит, он его ревнует. А почему он его ревнует? А потому что другой человек его тоже любит. Ну, например, ну что можно сделать? Человек настолько прекрасная личность, что его много кто любит. Но это же не значит, что он со всеми изменяет ей, или он спит с ними и прочее другое. Это совсем не обязательно. Я не знаю, как в жизни оно бывает, на практике по-разному. Но я говорю, что это совсем не обязательно. Но если, например, какой-то выдающийся человек является мужем какой-то женщины, и он ее очень любит, она ему доверяет, и она его никогда не проверяет. Ну вот бывает часто женщины, допустим, у них, допустим, муж, и она, допустим, вот ей хочется, чтобы он немножко приревновал, а то кажется, как-то вот ему все равно. Мне кажется, это какое-то искусственное нагнетание интенсивности чувства доверия или уважения. Просто или же искусственное нагнетание недостаточного полученного ей внимания. Ненормальное явление. Если она имеет достаточно внимания, понимания, уважения и доверия к нему, она этого делать не будет. Это только от недостатка интенсивности. Потом я уже еще хочу вам сказать следующее, что вот эти 7 оттенков чувств, они как огненные кольца вокруг двух людей, мужчины и женщины, и они все время крутятся. Так какой-то из них может быть не такой яркий, как другие, но по моей теории они должны быть все яркие, все быть на одном интенсивном свете и свете, да, и движение, и они должны нести вот эту орбиту любви. Поэтому все вот эти искусственные варианты, что приревновал, а значит показал свою любовь, это все такое, скажем так, профанация. Давайте про 5-е. Да. Значит, но еще один момент в отношении доверия. Человек не может произнести фразу «я тебя люблю», пока не появляется чувство доверия. От сердца, да, имеется в виду, потому что может же. Есть внимание, есть понимание, есть уважение, а вот когда в сердце что-то появляется, начинает срабатывать вторая сигнальная система. Настолько ты уже человеку доверился, тебе хочется ему сказать эту фразу «я тебя люблю». Эту фразу можно по-разному произносить. Там тоже очень много, знаете, как говорят, что одну и ту же фразу, можно произносить очень разными интонациями. Вот. По системе Станиславского можно одну и ту же фразу произнести много разных. Так вот, «я тебя люблю» можно сказать «я тебя люблю». Или можно сказать «я тебя люблю». Вот где акцентировать? Или можно сказать «я тебя люблю» на ровном. И все это тоже очень интересно, это уже дело творчества влюбленных людей,
какие чувства им Бог даст, но просто я хочу сказать, что только при наличии доверия эта фраза произносится, скажем, вслух. Может быть, он уже в мыслях, они друг другу говорят. Есть очень часто говорят, почему ты мне так редко говоришь, что ты меня любишь? А именно потому, что вот эта интенсивность чувств, вот эти колечки, не настолько горят. Когда человек очень сильно, он каждый день хочет сказать, что я тебя очень люблю. И просто заканчивая телефонный разговор, я тебя очень люблю. Вы знаете, вот раньше, как вообще вот люди, я помню, когда я в детстве вот росла, у нас так много не говорили, что я тебя люблю. Вот мы в Америке живем, часто слышим I love you, да, вот, даже детям постоянно говорят, и учителя даже детям иногда говорят, и, естественно, в семье, а вот, допустим, что делать, если человек, вот он рос, он так не, ну, у него не было вот этого в детстве, многое же с детства идет, что тогда, как вот, он не привык, он любит, но он не может говорить так часто. Вы затронули сейчас тему двух цивилизаций. Западная цивилизация и цивилизация, из которой мы приехали. Она немножко разная, из постсоветского пространства. В западной цивилизации вот это уважение к личности, к ее чувствам, оно очень повышенное. Свобода выражения, свобода чувства. Я почувствовал, а так, ну что, я ее люблю, она и так знает, что я ее люблю. Что я буду говорить, что я ее люблю? А нет. Озвучивание имеет значение. Поэтому говорят, женщины любят ушами, мужчины любят глазами. Но поверьте мне, мужчины тоже любят ушами. И женщины тоже любят глазами. Это такое очень условно. Поэтому озвучивать это надо. Каждый день и по несколько раз. Я советую перед Днем влюбленных, вот в день Святого Валентина, 40 раз сказать, найти повод, что я тебя люблю. Это очень хорошая фраза, очень хорошая формула. Это прекрасных 3 слова. Je t'aime по-французски. I love you. Какие-то прекрасные слова. Это слова, которые лечат, они прогоняют болезни. Это энергетика. Это восстановление, это recovery, это, я не знаю, это все замечательно. Надо это делать. Но, пожалуйста, не терять доверия, никакой ревности. Так, переходим к следующему, 5. Как бы люди не были внимательны друг к другу, как бы они не понимали друг друга, как бы они не уважали друг друга, уважали, как бы не, доверяли друг другу, все равно они могут находиться в каких-то вопросах на разных уровнях. Где-то он интеллектуально больше знает, где-то она, где-то информативно она превалирует, где-то он более компетентен, где-то он более духовно выше, а она чего-то того, что он имеет, но он видит, что она хочет расти. Он видит, что у нее огромный потенциал. Она видит, что у него огромный потенциал. Надо же иметь терпение. Тут я уже как коуч, как тренер. Терпение, то есть следующее. Да, вот приходит маленький мальчик, я вижу, что он по первым движениям необыкновенно талантливый, мне надо научить его фехтованию. Я тренер по фехтованию. А он пока делает неуклюже. Но я вижу, что это неуклюжий маленький ребенок. Если я буду терпеливо повторять и репетиция, слово репит, повторять и учить его, он станет классным мастером. А сегодня это еще неуклюжий маленький ребенок. Ему 7-8 лет, он делает и падает. Он где-то теряет балансировку, он где-то не так, где-то... А я его учу терпеливо. Вот ну, так и в паре, да? Так и в паре. Надо во всем терпеливо поучить друг друга. Потерпеть эти какие-то несовершенства. И это чувство обязательно, оно должно присутствовать. Как насчет стерпится, слюбится, вот здесь что, если... Ну, это поговорка из крепостного крестьянства,
Значит, я так думаю, русская поговорка. Ну, сделайте вывод. Как же жили женщины в те времена? Сделайте вывод. Вот это стерпится, слюбится. Я таких на английском языке не слыхал. То есть, знаете, надо посмотреть поговорку, наверное, какую-то другую афоризм про терпение. Вот, надо, вот просто сейчас не могу на память. Вот, но все-таки я думаю, что терпение, то, о котором я говорю, и к этому стерпится, слюбится, нет. Любовь – это терпение в любви. Это терпение, как ты ведешь человека к чему-то более интересному, ты его уровень мастерства поднимаешь и терпишь его ошибочку. Говоришь, нет, поправился. Нет, а лучше, о, вообще, молодец, сегодня лучше, чем... Вот такое терпение. Понимаете? И в любви то же самое. Человек что-то там не то купил. Ну, один раз не то купил, ну, пожалуйста, мне это не очень нравится. Зачем ты деньги потратил? Оно тебе надо. А, не беда, завтра сдам обратно. Там или еще что-то. А, давай кому-то подарим. Можно же так выйти, правда? Еще вот мне сейчас мысль такая в голову пришла, допустим, как, вот знаете, в отношениях терпения, а многие же вот терпят что-то, что не нравится. Например, ну, что-то не нравится, какая-то черта характера, или, может быть, как-то проявляется, может быть, грубость какая-то где-то, ну вот терпит, и годами терпит. Это я называю терпеловство. Это к терпению никакого отношения это не другое, имеет. понятно. Да. Именно о черте характера, поэтому мы же и говорили, надо сканировать внимание, понимание. Если ты прошел этап понимания и решил переходить к человеку на уважение, то ты принимаешь его энергетику, черты характера, его гороскоп, его биографию, прошлую, которая для тебя уже ничего не стоит. Между прочим, это тоже надо учитывать. Давайте про шестое. Шестое – это прощение. Это уже более, скажем, высокое и более глубокое, чем терпение. Мы уже говорили, что терпеловство и терпение – это разные вещи, но, однако, бывает, скажем так, дьявольское стечение обстоятельств. И оно бывает настолько коварным, настолько бывает зависть окружающих людей об этих двух людях, которые любят друг друга. Бывает искушение, просто наваждение дьявольское. Я уже говорю как священник, как человек. Ну, то есть вот измена, допустим. Измена недопустима при этой теории любви. А искушение тогда какое? А искушение, под словом искушение, не обязательно связано с сексуальными чувствами человека. Слово искушение вообще. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Так когда мы читаем эту молитву, мы же не имеем в виду, не веди меня в измену, чтобы я не изменял жене. Нет. Искушение – это испытание в переводе. Если он сам был искушен, по-славянски говорится, то он может искушаемым помогать. Это про Иисуса Христа. Когда он был сам испытан до самой крестной смерти. Поэтому он может помогать и тем, кто проходит испытания. Это испытания. Испытания какие бывают? Человек мог потерять работу и остаться без дохода. И на плечи партнера упал полный груз финансовый. Может быть какая-то ошибка неумышленная, а может быть и ошибка, как говорится, что понадеялся на себя, что-то сделал, а это принесло вред в, так сказать, хозяйство семьи. Измена же тоже может быть вот ошибкой. Вот бывает, вот у меня, например, есть подруга, у нее такая случилась ситуация, муж изменил с более молодой женщиной, а потом осознал, что это была ошибка и вернулся. Им заняло где-то год, вот, как бы работать над этим, и вот она его назад приняла, они живут уже после этого 10 лет. Ну, видите, значит, она правильно сделала. Бывает и такое, а почему он это сделал, надо разобраться,
значит, может быть, в Я этом... имею в виду, что это же тоже была ошибка. И Да, она это не была- просила прощения. То есть вот получается, Хорошо. что измену тоже можно сюда как бы вклеить. Если после этого они работают над этими 7 оттенками чувств и начинают рефреш старт по-новому, я думаю, допустимо. Я думаю, допустимо. Я просто желаю, чтобы люди приняли такую мою мысль, что эта схема и эти 7 оттенков чувств им могут помогать ориентироваться, в правильном ли они находятся в супружеском положении, с правильным ли они человеком живут годами, десятилетиями. Способен ли этот человек проявить рано или поздно эти 7 оттенков чувств, которые бы горели как огненные кольца вокруг их обоих, и чтобы ангел-хранитель их держал. Потому что по моей теории, именно когда ослабевает по свободной воле одного из 2 партнеров желание быть вместе, он уже хочет пойти к другой женщине. Ну вот он пошел, но он же вернулся. Не случайно же он вернулся. Это тоже не бывает так часто. Он понял, что Значит, не в тот огород зашел. да, значит, эта женщина имела те чувства больше, чем та. Там было временное какое-то утешение, удовольствие. Опять-таки, может быть, эта женщина сделала какую-то ошибку. И если бы по теории любви они действовали, он бы ей изложил по доверию, она бы приняла по доверию, простила бы его по доверию, возможно, не произошел бы акт измены. Опять-таки формула помогает. Это интересно? Да. Видите? И вот это вот такое 6-е, можно о нем много говорить, но прощение всегда хорошо. Желательно прощать друг друга и внимательно смотреть, тогда не будет доходить до таких вот экстремальных, скажем, негативных явлений. Понимаете? Расскажите про 7-е. А 7-е, оно вот завершающее. Наслаждение. Какое? Наслаждение от присутствия партнера. Во всех аспектах. Во всех. Наслаждение от общения морального, душевного, духовного и, конечно же, либидо физическое. А либидо, как уже говорили миллион раз сексологи говорят, и сейчас все эти выступления на Ютубе, то, что люди рассказывают, все эти ролики, все эти беседы, там только одна схема. Когда присутствуют вот эти вот все 6, 7-е автоматом идет. Оно просто происходит само по себе. Если есть внимание, понимание, уважение, доверие, терпение, прощение, близость духовная, физическая, гармония сексуальная автоматически происходит. Там не надо себе ломать голову, не надо искать какие-то суперсредства, не надо искать какие-то дополнительные технические средства. Нет. Оно все происходит, Господь настолько радуется любви и согласию этих 2 существ, мужчины и женщин, что Он просто им дает такую любовь и благодать и наслаждение, и все происходит очень хорошо. У меня сейчас такой образ родился, что вот получается встречаются люди, такая как луковица, и вот растет как будто бы цветок, получается, один лепесток, другой, третий, и в итоге вот как бы расцветает. Вы как женщина очень правильно определили. Я нарисовал себе с крыльями, значит, такую птицу, жар-птицу такую летящую, с 6 крыльями, посредине еще у нее такой хребет доверия. Вот. Потом солнечный луч, спектральный анализ. А вы как женщина, как и полагается, взяли пример из природы. Вполне, конечно. Главное, чтобы была эта гармония присутствовала. Главное держать эту интенсивность чувств. Искусственно ничего не получится. Это оба настолько интересные 2 человека должны быть. Они так работают над собой,
И автоматически, ну просто они тянутся друг к другу. Ну вот как-то я так представляю. Я всем желаю, чтобы эта теория любви пришла в практику их жизни. Я всем желаю любви именно такой, в гармонии, со всеми этими 7 оттенками чувств, которые я хочу повторить. Внимание, понимание, уважение, доверие, терпение, прощение, наслаждение, душевное, эмоциональное, общение, сексуальное, либидо. Пусть все это присутствует, потому что в Библии с первых строк говорится, что нехорошо человеку быть одному. Совсем нехорошо. Создадим ему помощника по образу его и подобию. И смотрите, Ева, она же не просто вот жена. Вот Ева жена, Ева нет, Ева не только жена. Ева это, во-первых, как дочь Адама, потому что она из него взята, он ее фактически отец, он источник для нее. Потом она ему сестра, получается. Теперь она ему кто? Конечно же, жена. Потом она становится матерью, да? Но еще одно очень важное, 5-я ипостась, подруга. Она его подруга, друг, подруга. Это друг, создадим человеку друга. Она его помощник, друг, соратник. Вот. Супруги, это значит все оба в одной упряжке, да? Супруг, упряжка, вместе в одной. Вот я желаю, чтобы была такая любовь. И пусть Святой Валентин благословит, и пусть будут все счастливы, и пусть все наслаждаются любовью. И чем больше будет любви, тем лучше. А еще я скажу, что вот этот 21 век, он показывает, что чем больше люди любят друг друга и занимаются любовью, тем меньше они болеют, тем меньше они страдают, тем интереснее становится их творчество, тем более они активны в жизни, меньше думают о старости, меньше думают вообще о смерти, меньше думают о прошлом, не переживают о будущем, сконцентрированы на настоящем, потому что я извиняюсь за это слово, они кайфуют в настоящее время, они получают наслаждение. Вот этот 7-й пункт. И я всем желаю жить с таким наслаждением, именно с таким. И в этом есть смысл нашей жизни, правильно? Любви. Да. Любите друг друга. Ну что, можем сказать аминь? Да. Благодарим вас за внимание. Мы благодарны, что вы дослушали нас до конца. Было очень приятно сегодня послушать такую интересную лекцию «Теория любви». И мы желаем вам любить и быть любимыми. Подписывайтесь на канал Дарья Чикаго. Всегда с вами. Люблю вас. Всего хорошего. Всего доброго.